Добрый день, друзья! С вами Академия современной электрики и капитан Дэн. Это видео посвящено лайфхакам, которые больше всего предназначены для заказчиков, ну и в какой-то мере могут пригодиться строителям, инженерам, электрикам. Первое, о чем я хочу поговорить, это проработка существующего проекта. Да, возможно, у вас отличный проект, вы долго над ним думали, обсуждали его, красиво нарисовали. Каждый инженер-проектировщик, он по-своему художник, и каждый художник видит по-своему. Всегда полезно показать проект другим художникам, да, проектировщикам, может быть, строителям, таким уже как бы искушенным в умных домах. Со стороны это будет виднее, какие-то даже не то чтобы ошибки, а какие-то нюансы, которые можно переиграть, предусмотреть на этапе вот как бы еще до стройки, закладки кабелей и так далее. В процессе строительства заказчик вспоминает о каких-то вещах, хотелки добавляются, проект распухает, он уже утвержден, уже его никто не перерисовывает, это некоторые неудобства, нервы, время, деньги. По моему опыту чаще всего забывают учесть фасадный ландшафтный свет. Были случаи, что даже калитку, ворота, там на них не нарисованы были кабели, их вот в последний момент как-то там подсовывали, докладывали. Хорошо, что остались еще лазейки, там не все было отштукатурено и заделано там плиткой красивой. Станции полива, камеры, какие-то подсобные помещения, там бывает домик для белки, енотов, просто беседка уличная, там гриль какой-то уличный, куда тоже надо вывести освещение, розетки. И по поводу АВР, ЭБП, кабеля для Тесла и солнечных панелей тоже задуматься в последнюю очередь. А вдруг я куплю Теслу? Да, надо зарядку сделать там в гараже и где-то там на улице под навесом. Все, там у тебя уже все прокинуто, все забетонировано, это все штрабление, все, ну, лишнее время, деньги и, опять же, мучения. Лучше все это учесть заранее. Но это что касается добавок. Бывает обратный эффект. До 90% проектов перегружены умными устройствами. Свет в шкафах, в подсобках, тех помещениях, в крыле персонала. Это лишние десятки тысяч евро. Подумайте, а надо оно вам? Ну, персонал, зачем там умные панели по 300 евро? Да, там обычные выключатели. Там даже бинарники не обязательно ставить. Ну, в крайнем случае мы ставили бинарники, на их место обычные выключатели. Тоже приличная экономия. Ну, если вы вдруг захотите этим крылом управлять, как-то выключать свет, в конце концов можно на него поставить одно мастер-реле за 3000, да, и одной кнопкой выключать все крыло, когда персонал вы отпустили на выходные, там хотите в доме одни побыть, отключить этот блок совсем. То есть не обязательно для этого использовать лишнее реле за 50 тысяч, которое будет всем светом управлять, и кучу панелей, которые персоналу они сильно не нужны. Обычные кнопки, обычный свет. Второй лайфхак касается проектирования и сборки электрощитов. В 90% случаев в проекте уже отрисована красивая картинка, вот как-то так, там расположены все автоматики, все это красиво нарисовано, автоматы, реле. При этом не всегда проектировщик учитывает то, что могут быть какие-то добавки. То есть все плотненько, все прям размер под размер. И в то же время, как я уже говорил ранее, то есть может быть на этапе строительства заказчик что-то захочет добавить. Там тот же АВР, БП, молниезащиту, реле напряжения, приоритета, реле плавного пуска для LED света. Какие-то мастер-кнопки предложат монтажники щитов, а там уже нет места. Поэтому моя рекомендация не экономить там 3 копейки. Разница там щит, он стоит, например, 25 среднего размера и 30 в 2 раза большего. То есть там разница небольшая. То есть чем 2 щита, потом второй добавлять. Лучше сразу взять один побольше с запасом минимум на 50, а можно и на все 100%. Автоматики они любят дышать, чтобы им было не тесно, не жарко. То есть пусть лучше будет просторно, чем не хватит места. Опять же, в этих щитах, ну, в проекте это обычно рисуют, то есть на нижней и верхней генерейке идут клеммные колодки, через которые идет расключение уже кабелей, их там бывает 100-150 в умном доме, а внутрь никто их не заводит, то есть под это все нужно пространство. Берите щит всегда с запасом. Третий лайфхак касается использования различных систем в проекте. Сейчас стало модно включать в проект стандарт DALI. Ну, и не только его, но вот чаще всего используют что-то DALI для света. И в некоторых случаях это оправдано. Дело в том, что это так называемый сценический свет, который позволяет осуществить какие-то просто сумасшедшие сценарии, там всякие бегущие волны, изменение цвета, то есть это такой цветной ковер на потолке или там на стене. И это оправдано, если у вас есть домашний театр или концертный зал, где вы захотите какие-то такие сценарии использовать. В большинстве случаев DALI ставят по каким-то другим соображениям, которые просто выполняют функцию включить-выключить, ну максимум это димирование. Прелесть DALI в том, что это одношлейфовый канал. Все лампочки, все ваши группы света вешаются, ну как бы положено повесить на одну линию,
пятижильную, один провод желто-зеленый земля, как обычно, два провода питания 220 и два провода управления. Можно положить двумя кабелями более толстым освещение, ну, питание само, и два провода командных, скажем так, потому что в каждой лампочке свой балласт, который управляется там по одной шине. С одной стороны, экономия кабеля, у вас один шлейф по всему дому прокладывается, с другой стороны, в большом доме света бывает очень много, и нагружать один кабель всем, тем более я уже там где-то рассказывал или позже расскажу про импульсные inrush current, всплески тока при включении импульсного блока питания. Значит, у вас весь кабель все равно будет расстыкован, где-то будут подключения там одной группы света, расключения там в коробке или где-то под потолком там в вагах на следующую группу и так далее. То есть не пойдет такой уж один шлейф, в котором как-то вы хитро подстыковались, непрерывный. И в любой этой точке может пропасть контакт. Ну, грубо говоря, банально отгореть, там плохая вага, плохо законтачила, или из-за того, что импульсный свет поджег эту вагу там со временем, и она перестала контачить. У вас отвалилось полдома, вам надо куда-то лезть, разбирать, там что-то искать. Ну, то есть это тоже с точки зрения как бы безопасности и функциональности, это такой нюанс. Может отгореть, а может нет. Да? Все то же самое, если у вас нет каких-то фельдеперсовых сложных сценариев, обычное вседемирование, плавные включения, даже какие-то зависимости, бегущий свет, там что угодно, все это делается на KNX. Если в лоб рассмотреть, то это кажется, может быть, немножко релюхи дороже, но с другой стороны не нужны балласты. Вы можете использовать любые лампочки, любого дизайна, хоть дешевые, хоть дорогие из Leroy, не знаю, с немецких магазинов цвет, с Италии привезти, каких хоть фары там от мотоцикла, что угодно. KNX всем этим управляет, и в принципе сценарий, ну, чуть попроще, но весь функционал есть. Тем более то, что для дома придумывают, оно все делается на KNX. Вот. Но здесь не нужны дополнительные шлюзы, не нужно усложненное программирование, потому что вдали там немножко все заморочено. То есть, да, там специалист все это разберется, то есть я разбирался там, просто там подольше посидеть, но за это и побольше денег надо взять, потому что там, ну, в несколько раз больше времени, чтобы это все прошить. Там такой усложненный немножко интерфейс по сравнению с KNX-овским. Все двойные стандарты, отсюда пошло туда, команды то все гуляют. Ну, я не сторонник микса, если все делается на KNX, KNX все делает. В конце концов, релюхи, позже тоже расскажу, можно взять там не самых топ брендов, а сейчас есть куча недорогих брендов, которые отлично все делают, с гарантией, качественно, в том же стандарте, и, в общем-то, вы ничего не выиграете. На количестве кабеля тоже, ну что-то, ну для этого надо пятижильный, какой-то более мощный прокладывать. И, возможно, не один, чтобы распределить линии по разным зонам, да, чтобы там не случилось ничего там на отдельной. На всем шлейфе. Для KNX можно просто более тонкими проводочками, не пятижильными, а трехжильными там раскидать. Ну да, будет такой паук побольше, в несколько раз больше проводов. Но они более тоненькие, если это лоток, они в лотке лягут аккуратно, и у вас каждая лампочка будет управляться отдельно, и ничего страшного, будет приходить в щит. В конце концов, можно раскидать щиты по дому, там где-то в одном щите одна группа, в другом другая. То есть вы, в принципе, не сильно-то и потеряете на кабеле. То есть экономии здесь никакой нету, есть, вот, по моему мнению, это лишний геморрой. Конечно, если вам хочется там какое-то супер управление, вы думаете, а вдруг я там сделаю, что я в гости приду, я включу, а у меня там свет побежал, здесь красный, здесь синий, здесь там все поменялось, там, не знаю, ну, это такие уже излишества, которые только в концертном зале и в каких-то залах там таких театральных используют. Еще один четвертый лайфхак по счету касается брендов, не брендов. В современной электрике все настолько сильно поменялось. Раньше там считалось, что вот АББ, Legrand, прям такие бренды все крутые, да, Schneider появился, Хейгер, там еще кто-то. Они были производства европейского, высокого качества, то есть, ну, грубо говоря, у них всегда была такая пром-серия. Ну и не сильно она стоила дороже, выбора было мало, китайцы там только заходили на рынки. Сейчас появилось очень много приличных китайцев, которые не то что догнали, они по многим характеристикам они соответствуют именно пром-серии того же ABB, Legrand и Schneider и так далее. То бренды взяли и выпустили так называемые home-серии. Там Easy у Schneider, там у Legrand, не знаю как называется, упрощенные, которые производятся тоже в России, в Китае, на тех же фабриках дешевых. Мало железа, их в руки берешь, они такие легенькие, и тоже они там недолговечные, они иногда там что-то случается с ними, горят, контакты слабенькие. И это сделано, чтобы удержаться на рынке в дешевом сегменте. Пром-серия у них осталась, но она сильно поднялась в цене. То есть, если сравнивать, например, хорошие, то есть у того же Чинта, это известный китайский бренд, есть DIF-автоматы типа B, а характеристика A по утечке, по DIF. A это в отличие от AC обычных, аббревиатура такая есть у DIF-автоматов, УЗО, они срабатывают AC только на переменный ток.
А в современном электрике и электронике очень много устройств, которые могут, извините, гадить в сети и постоянкой, и импульсным током. Вот ашки, они уже переменный импульсный ток чувствуют, и в некоторых случаях постоянный. И если что-то случится в сети, они как минимум вас там, понятно, что вас защитит и от переменки, если она присутствует, но они защитят другие приборы от порчи. В некоторых современных холодильниках и стиралках в их описании требование ставить именно ашку, DIF-автомат. В Европе это уже давно must-have, то есть они АЦшки вообще сняли с производства, ну то есть они у них на рынке не присутствуют, они только для иностранцев там где-то что-то производят, продают на своих фабриках, а на внутреннем рынке они просто сняты с продажи, то есть их запретили и как бы сняли с продажи, то есть их даже не найдешь при желании. Если вы хотите использовать современные там DIF-автоматы УЗО, например, тот же Чинт с очень крутыми характеристиками, с 10 киловольтной отключающей способностью, с двойными клеммами, удобное подключение, расширение за параллельными, то он стоит порядка 3000 рублей, 3-3,5 может быть максимум. А аналогичный BB с такими же характеристиками, он будет стоить 15 тысяч рублей. Если вы купите BB за 5 тысяч, за 3, это будет Home-серия, которая реально, ну, как бы такая, фу-фу-фу. Не гонитесь за брендом, если вы гонитесь за брендом, ну, выкладывайте там 15 тысяч рублей за DIF. Если вы как бы хотите сэкономить, получить нормальные характеристики, вот тот же Чинт, TDM, там модели неплохие есть изделия. Разница будет приличная, там за 1,5 миллиона щит собрать или там за 300 тысяч на большой дом. И то же самое сейчас касается и KNX устройств. Долгое время на рынке присутствовали европейские бренды, Беркер, АББ, Schneider, Gira, Schneider Merton, Zenio, MDT, Young. Очень хорошее устройство. Они, кстати, тоже многие АОМовские. Там разбираешь коробочку, а там внутри все то же самое. То есть те же платы, те же даже, может написано быть Young, а он в Беркере сидит. Да? То есть они делаются на одних и тех же фабриках, там лицензии, не лицензии, как-то они там договариваются. Короче, они все сертифицированы были, как бы, почему качество, потому что Европейская ассоциация, бельгийская, она за этим всем следила, и несертифицированные бренды на рынок просто не пускали, ну, то есть на открытые. Там где-то потихо на Taobao, может, кто-то продается непонятного качества, а все, что прошло сертификацию, оно все есть в реестрах, все видно. И сейчас появилось очень много брендов, в том числе китайских, и уже русских, и даже турецких на днях я был. То есть русские это модуль электрик, китайский очень приличный HDL, который есть свой стандарт, а есть стандарт KNX HDL. И вот недавно был на презентации Intera, турецкий бренд. Весь ассортимент устройств, любые датчики, да, даже кнопочки, панели какие-то вполне себе неплохие появились. Все это стоит там 2-3 раза дешевле европейцев, которые сейчас везутся криво, косо, как-то очень сложно. И на которые гарантия сейчас с трудом соблюдается, потому что представительства практически подзакрывались. А эти, наоборот, все процветают, потому что у них все расширяется, представительство увеличивается, то есть любые проблемы, даже если они, не дай бог, возникнут, решаются в течение нескольких дней. Были у нас какие-то вопросы там по модули, там, ну, мелкие. В общем, там позвонили, привезли, поменяли вот за день ролюх, который что-то там у нас кнопочка плохо нажималась. Все, то есть это все, они все с гарантиями, чуть ли не 5-годичными, все в стандарте KNX, все в стандарте, все сертифицировано в Европе. Поэтому, в принципе, вы можете взять все оборудование, даже оно у них, у некоторых есть на складах или достаточно быстро поставляется, быстрее, чем европейское, и получить тот же функционал, при этом сэкономив в 2-3 раза по сравнению с той же Гирой, ABB и так далее. Поэтому вот как бы это вопрос, где можно сэкономить, где нельзя. Вот здесь можно сэкономить. Следующий, 5-й лайфхак, касается технических вопросов. Один из таких вопросов — выбор кабеля. Показалась простая вещь, там кабелей на рынке много. К сожалению, в отличие от американского рынка, у нас их слишком много, и разные бренды, даже гастированные разные. Я лично люблю использовать только гастированный кабель WWG NG LSA. Ну и мне больше нравится фабрика Concord. Хотя и севкабель родной, севкабель нелицензионный, вполне себе неплохой. Никаких ТУ, нюмов и так далее. Кто-то скажет, а что ты к нему так плохо? Неплохой кабель, да, он есть определенных производителей, вполне приличный. К сожалению, во всяких там магазинах, там таких ширпотребных типа Leroy, он продается там самых плохих фабрик с не лучшими характеристиками. Но дело не в этом. Даже если вы возьмете самый лучший нюм, он стоит примерно так же, как ВВГ, там разница мизерная, там пол-рубля. Но у него, если посмотреть ТТХ, он предназначен только для внутренней прокладки. А ВВГ считается такой уличной внешней прокладки. Да, вы, может быть, и всю большую часть будете прокладывать в доме, но все равно у вас что-то пойдет на фасад, ландшафт, что-то где-то там, может быть, во влажном бетоне где-то попадет, где-то еще какая-то среда. То есть он более атмосферостойкий, то есть он более долговечный. У него, по-моему, даже по ТТХ там гарантийный срок больше.
Также из-за того, что у него там мощная такая меловая дополнительная изоляция внутри, вокруг проводников находится, он такой немножко более толстый визуально. И, видимо, поэтому он разрешен к прокладке в лотках гуртом. То есть его можно класть вот прям без гофры там в лоток. И во многих даже промышленных предприятиях, где там строгие очень правила, то есть все это вот так и уложено. В гофре он только отходит на отводы какие-то, чтобы дополнительную защиту обеспечить, крепление там обеспечить безопасное. Кабель NUM, он, к сожалению, требует гофрования, даже если в лотки его кладете. Ну так вот в тех условиях написано по нему. Поэтому если стоимость одинаковая, ну смысл там брать NUM, когда вот ВВГ проверенный, качественный и как бы вот гастированный кабель хороший. Вот. На толщине кабеля тоже там, ну, на розетке обычно 3 на 2,5 это стандарт. На свет 3 на 1,5. Ну, в отдельных случаях можно и поставить единичку, если у вас группы света там какие-то маленькие, там по 1-2 лампочки, это в умном доме сплошь и рядом. Ну, единственное, что соответствующий кабель закрывает соответствующий автоматом, уже там не десятка, а шестерка, например. То есть тогда это тоже допустимо, у вас просто будут более тоненькие проводочки идти, и они более, скажем так, это меньше займут места, легче проложится, легче подключится. Отдельный вопрос про использование лотков и вообще, когда монтировать электрику. В идеальном варианте, конечно, сначала должны зайти вентиляционщики и теплотехники, которые всю климатику, там имеется в виду, там батареи, конвекторы, трубы свои разведут, отопление, канализацию. И после этого уже класть электрик, потому что проводочки, они более гибкие, более мягкие, и мы можем это легко все обойти. Зачастую электриков по каким-то соображениям пускают вперед, потом возникают конфликты, что им неудобно где-то пройти, мы начинаем перештрабливать, перекладывать линии, то есть, ну, как бы возникает какие-то мелкие конфликты, они решаются. Ну, зачем делать лишнюю там головную боль, можно все это заранее сделать. Или требовать с теплотехников, чтобы у них был отрисован проект прокладки их трасс. И в соответствии с ним уже проложить электро так, чтобы мы не помешали впоследствии где-то что-то обойти, какой-то участок, где будут трубы, где-то там поднырнуть, а где-то может петлю запас оставить, чтобы они могли переложить лево-право. Что касается лотков, тоже очень удобная прокладка в лотках, это промышленный такой вариант. А у нас в лотках, там в школах, во всяких на предприятиях, если позволяет высота помещения, и там будут какие-то коммуникации идти, по-любому у вас в потолке опустится сантиметров на 20-30, чтобы там вся эта вентиляция нормально уложилась, там какие-то трубы еще, может быть, канализация на второй этаж где-то там через первый пойдет. Там полно места будет, чтобы поставить лоток, он буквально там 10 сантиметров может занимать, то есть он такой достаточно узенький, 5 сантиметров плюс шпильки, ну, щель, чтобы просунуть все эти провода, проложить туда. Поэтому, как бы, если есть возможность, вариант использования лотков очень хороший. Это позволяет даже частично сэкономить, то есть не нужна гофра, потому что просто по потолку все равно положено в гофре прокладывать, крепить через гофру. Это 150 креплений, это гофра, это удорожение на 20-30%. Лотки не так дорого стоят, они есть отечественные. В общем, на круг там 20 бухт гофры или там сколько-то метров лотка, лоток, наверное, будет дешевле и по монтажу, и по, скажем так, функционалу. Места больше будет для других инженеров коммуникации, потому что кабели в гофре займут в 2 раза больше места, чем в лотке. В процессе прокладки кабелей возникает необходимость создания множества отверстий, проходов в стенах, проходов между этажами и так далее. Если это делать в лоб там перфоратором, все это доп. Работы, шум, пыль, грязь, все это возить, все это пыль летит во все стороны. Значит, тоже по опыту работы на стройках, то есть все равно климатики, всякие товарищи, которые занимаются теплотехникой, канализацией, вентиляцией, они делают тоже кучу отверстий для своих нужд, чтобы какие-то трубы там вентиляционные проложить. И вызывают так называемых бурильщиков. Значит, там просто фишка в том, что бурильщик не любит приезжать ради 3 отверстий, ему выгоднее там 10-20 сделать там по 1000 рублей, чем 3, да, черти откуда ехать, вести эту буровую свою установку. И у нас как-то подгадывалось на них объектах, что они приезжали, когда мы еще не пробили там в стенах отверстия, сами не мучились, не убивались. Они пробурили нам аккуратненькие, без пыли, без шума, они с водой это бурят, аккуратненькие, кругленькие отверстия, в которые мы свои пучки кабели заложили. Можно уже подгадать заранее, распланировать, где пойдут трассы кабельные, там с 1 на 2 этаж, там на 3 в подвал, там куда угодно, на улицу, между помещениями. Нарисовать там крестики, где хотите отверстия эти, и пригласить их бурильщиков, чтобы они вместе с канализацией, вентиляцией все это пробурили разом, оптом дешевле, и как бы вам удобнее будет все это прокладывать и меньше работы. Ну да, наверное, немножко меньше денег, потому что кто-то захочет помучиться, побить спину, руки, но заработать лишние 50 тысяч на 150 отверстий, драных таких страшных.
Ну, а может быть, проще это отдать другим и не мучиться, и ни себя, ни других, и сэкономить немножко денег. Это, наверное, 7-й вопрос. Лайфхак мелкий, но очень важный. Почему-то многие строители, электрики используют, ставят, бурят мелкие подрозетники в домах, даже в больших. И это проблема, потому что современные розетки, выключатели, особенно умными, они имеют заднюю часть такую немножко утолщенную, которая утапливается туда, попку так называемую. И бывает проблемно это все засунуть. Даже если проводочки тонкие, в общем, все это упихивается, там иногда отходит, ты 3 раза засунешь, вытаскиваешь при установке, и, в общем, там отошло. Почему? Потому что там натянулся провод, жестко слишком все было, и он там выпал из разъема. То же самое касается розеток. Любят некоторые строители там как-то шлейфы накидать в кривь, в кость слева-право, и их приходится переплетать, друг с другом соединять в одном подрозетнике, там иногда добавлять ваги, чтобы ответвление подключить. И опять же в коротком 4-сантиметровом подрозетнике обычном это не влезает. Ну, тяжело очень влезает. Приходится даже там что-то подбуривать, подделывать. Есть 6-сантиметровый подрозетник, более глубокие. В современных домах в основном стены из пеноблоков или из гипсокартона, и нет проблем. То есть это там какие-то секунды занимает забуриться чуть глубже и поставить глубокий подрозетник. Поэтому заказчику рекомендация потребовать, чтобы подрозетники все были глубокие. Про то, что их ровно установить, это must have. Нормальный прораб, монтажник это делает с помощью динрейки, если их много, да, там больше одного. То есть ставится динреечка, присверливается, к ней прикручиваются прям мордашками эти розетки, и в момент уровня они идеально ровно становятся, ничто не гуляет. Тоже такой вопрос, что потом мучаешься все это ставить. Вот жесткие рамочки, которые не позволяют там миллиметр туда-сюда гулять, это все потом криво-косо, это все потом поправлять. Лучше сразу все сделать ровно, аккуратно. Следующий вопрос касается электрощитов. Даже, я бы сказал, не просто электрощитов, а их количество в доме. Их бывает как минимум 3 штуки. Первый на улице, там стоит обычно вводной автомат, как правило это 25 ампер, 15 киловаттом. Ну, некоторые договариваются на более мощные, там на 30 киловатт, на 50 ампер. Это уже up to you, как вы договоритесь с местным руководством, там, кто вам выделяет эту мощность. А туда лучше поставить автомат дишку. Не с буквы С обычный 25, а D25. Или, если есть возможность, D50. Для селективности. Он немножко более тугодумный. Если в доме замыкание такое умеренное, то он может еще не успеть сработать, а в доме сработает, и вам не придется бежать на улицу, если вы там что-то хорошо примкнули. Ну, в доме сработало, там тоже автомат будет стоять. Туда же удобно поставить так называемое пожарное УЗО на 300 или на 100 миллиампер. Обязательно селективное. Оно тоже такое немножко задумчивое. Если утечка в доме будет маленькая, там сработает линейное УЗО, оно не сработает. То есть не надо тоже будет бежать. Часто там же ставят УЗИ первой ступени. Ну, это если вы хотите от молнии защититься, если у вас провода там по улице особенно идут, высока вероятность, что импульс молнии придет там в поселке Еджахне на окраине, а он по проводам, по линии наведенный придет там 1000 вольт и может пожечь там все подряд. У ЗИПа бывает 3 ступеней, вот первая ступень ставится прямо вот в этом большом щите. Но если вы еще не решились 15, 20, 30, 50 тысяч за него выложить 1005 за подключение, да, то можно просто зарезервировать, поставить какие-то клеммы, чтобы его можно было потом добавить, когда, если вы захотите. Второй щит, он же называется обычно ВРУ, силовой, мощный. Там ставят и подключение резерва, и там может быть АВР туда можно засунуть, различные реле напряжения контроля сети, трехфазные автоматы на отдельные щиты, на баню, гараж, бассейн и так далее. Там же можно распределить линии на гарантированные и негарантированные нагрузки. Для чего это нужно? Если у вас отключится электричество и включится там и БПшник, бесперебойное питание, или генератор, они обычно, там большой мощности, они очень дорогие, миллионы больше стоят. За 200-300 тысяч что-то такое попроще, поменьше. Они ограниченно имеют ресурс, там и по времени, и по мощности, и чтобы у вас в этот момент не все нагрузки были подключены, значит, у вас автоматически включится только гарантированные. Не гарантированные, которые вы сами решите, там, какие-нибудь бани, там, не знаю, что-то еще, бассейны, они в это время будут обесточены и какое-то время будут без напряжения, пока не восстановится общая сеть. Для этого нужен ВРУ щит. И третий щит, он может быть один, или он может быть разбит на два, и в случае с умной системой. Это щит уже, где обычные автоматы на розетке стоят, или дифы. И щит или часть щита, где будет автоматика вот такая вот умная, вот здесь просто чуть-чуть намешана. А так обычно в левой части, предположим, у вас автоматы на розетке, на что-то еще.
А в правой части, вся правая часть это, ну, может быть также два щита, то есть зависит от размера помещения, может быть там удобно два щита повесить, может быть один широкий, они бывают такие сдвоенные, большие. Также в некоторых домах бывает куча разных дополнительных щитов, в бассейне там свой щиточек, который подключает все эти моторчики, фильтры и так далее, в котельный свой, от которого расходятся там всякие септики, водоподготовка, там еще что-то, там тоже бывает до 10 автоматов стоит, ну и то просто кидается один кабель толстый, из как раз щита ВРУ, и там он расходится уже на резервный котел, который электрический, в случае, если газ по какой-то причине перебой будет, что-то случится с ним, чтобы вы там не сидели, не мерзли, пусть мощно, дорого, но электричеством топились. И всякие мелкие вот эти все водоподготовки, там вентили, насосы, подкачки и так далее. То есть там, ну, как-то принято свой маленький щиточек делать. Ну, некоторые делают где-то там, не знаю, на улице или под навесом, там уличный щит, который тоже там все вот уличные эти, туда кабель общий пришел, а там раскидалось на водоподготовку, на ландшафт, на что-то еще. Ну, как-то это некоторая селективность, то есть, чтобы не было каши в большом щите и более короткие линии шли от этого. Ну, в некоторых случаях даже были щиты там по этажам. У людей большой дом, отдельно крыло мастер-крыло, крыло родителей, крыло детей, крыло там бассейна, бани. И там в каждом крыле был свой, например, щит. То есть, если люди не пользуются крылом, ну, там обесточили большую часть или вообще рубильник выключили, и все, и там никто не живет в какую-то часть года, и все обесточено. Ну, есть своя такая рациональная часть и в этом. Значит, что касается самих щитов, как я уже говорил, лучше их надо брать с запасом. Но есть тоже нюансы. Я, например, люблю щиты Twinline, так называемые, ОББ. Очень хорошие щиты. Это раздельно идет ящик, раздельно идут, скажем так, вот эти кишки, вся вот это вот скелет с пластроном. Twinline большого размера сейчас стоит денег. Стоит там размером со шкафом, стоит 200 тысяч рублей. Аналогичный отечественный ящик с теми же там параметрами железа, IP, защищенности, монтажной платы, он стоит 70 тысяч рублей. Ну, есть на рынке такие щиты, которые вполне приличные, стоят дешевле. То есть, если у вас 2-3 таких щита, большой дом, много автоматики, это вот 600 или 200, разница приличная. 400 тысяч можно купить кучу реле, полностью автоматику на весь щит. А внутри можно использовать, не можно, а нужно использовать все равно АББшные рамы. Они вот такие рифленые, позволяют всякими клипсами там красиво все закрепить. То есть, я других рам пока таких не видел, все хлипкое, все такое. Дешевый, это фу-фу-фу. Профиль пофигу EDF или VR, этот можно приподнять при желании, он вполне крепкий и надежный. И есть тоже небольшой нюанс, они есть с расстоянием между деревяньками 12,5 см, а есть 15, МБГ так называемый. То есть, если вы возьмете рамы, будете брать рамы отдельно, можно поискать вот эти МБГшные с 15 сантиметров, в них удобнее монтировать, особенно когда мощная автоматика, толстые провода там будут, вот ВРУ, да даже умная автоматика, больше пространства, удобнее. Воздушнее будет щит. Ставить его в обычные вот эти ящики там подешевле, как бы некоторые в нишу делают, там делают металлом, обшивают нишу, какой-нибудь есть Technical Room. Также все это пластронами закроется, все будет не видно. Поэтому на щитах тоже как бы разумно, но можно немножко сэкономить. Еще маленький нюанс, можно и сэкономить еще на клеммах. То есть вот в таких умных щитах используются так называемые 2-3-уровневые клеммы. Многие берут ABB, Phoenix Contact, у кого там еще есть, Vaga есть клеммы, очень хорошие, шикарные, очень удобные. Но они сейчас в свете событий вообще они дорогие, они стоят там чуть ли не 500 рублей штучка. А их на большой дом может, может не 1000, но много может пойти, там, предположим, 1000, да. Это уже 500 тысяч только на одни клеммы, ну офигеть. А есть аналогичные клеммы, ну, практически отечественные, не знаю, кто их производит, текфоровские, может быть, китайские. Но они очень неплохие, двухуровневые, очень качественные, я на них работал. Они стоят 50 рублей. То есть 50 тысяч или 500 тысяч разница существенная, да, то есть и хуже не будет. Смело можно брать такие клеммы, мелочь, а экономия приличная. Следующий момент, это уже у нас 10-й пункт лайфхаков. Про светодиодный свет расскажу. LED-свет обычно вот модно сейчас используют такие длинные полоски, квадраты, во всю стену во весь потолок встроенный, в стену иногда бывает встроенный, там до 15 метров, до 600 ватт все это потребляет, и больше даже бывает. Под него нужны блоки питания. Они тоже такие достаточно большие. По старинке это делаются какие-то лючки, блок питания ставится там где-то около этого света.
И это все хорошо, но ну, зачем вам 150 лючков? То есть все это можно сделать, опять же, в электрощитовой. Ну, для этого понадобится отдельный щит. Без рамы уже, просто пустой ящик, там, может быть, не очень дорогой. То есть под размер, под количество, сколько у вас LED-светов этих будет. Там же какое-то управление им будет рядом. И там же можно поставить реле плавного пуска, потому что все эти импульсные блоки питания, они имеют inrush current, пусковой ток, чтобы исключить выход из строя реле, выключателя и так далее. И чтобы вообще в системе не было лишней нагрузки на пуск, поставить реле плавного пуска. Они недорогие, в районе 1000 рублей стоят. Есть блоки питания со встроенным реле, но там что-то космос стоит, то есть нерационально. Сами блоки питания тоже два слова, они бывают совсем дэшман, там и китайские, и якобы не китайские, у которых надо смотреть в таблице КПД 50%, все, в помойку. У них сразу и косинус фи 0,5, и двойные токи по нулю гуляют, и двойная нагрузка на сеть, и inrush current у них обычно повышенный, там до 30 номиналов. А есть блоки питания чуть дороже, не за 3, там, например, за 6, там, за 8 тысяч рублей для одной группы света. Но у них уже КПД 95-98%, а косинус фи, соответственно, стремится к единице, и тоже там все хорошо, все нормально. А размер у них одинаковый. Причем они могут быть одного и того же бренда, просто дешевый и дорогой вариант, более профессиональный. Это что касается LED света. Ну и последний пункт, который хочется рассказать, визуализация. Это касается умных домов, естественно. Есть много способов подключения умного дома к управлению с телефонов и планшетов. Есть всякие логик машины, вот один из вариантов, бибишный. Есть аналогичная такая Шперот, тоже она фактически бибишная, да. Есть у Гиры там всякие серверы свои там для подключения своего приложения. Зенио там что-то придумал, еще кто-то. Но в целом это все дастишь квадратишь, даже Apple Kit, он такой с Google слизанный, он очень упрощенный, и там функционал такой слабенький. При том, что вот этот блочок стоит чуть ли не 200 тысяч сейчас. На рынке, ну есть еще Warren Board, но там надо самописные всякие программы делать, в общем, его не так просто подключить. Поэтому я не сторонник всяких вот непонятных систем, даже и понятных, но неинтересных. Сейчас на рынке существует прекрасный сервер. Есть такая компания отечественная Iridium, которая сделала очень хорошую визуализацию. Более того, он включает в себя IP-интерфейс, а сам IP-интерфейс стоит там чуть ли не 40 тысяч, если отдельно к интернету подключать свой KNX. А там за 50 с хвостиком он сразу с IP-интерфейсом, то есть вы за 10 тысяч, там, за 12 получаете какой-то сумасшедший функционал и лицензию бессрочную, и там уже отрисованные вот эти вот шаблоны там в телефоне, в iPad готовые, то есть там даже рисовать ничего не надо, все уже достаточно красиво. Но есть чуть дороже версия Pro, да, там уже за 80 с чем-то тысяч, там, да, надо отрисовывать. Но есть упрощенные, которые поставил, QR-код просканировал, у тебя все заработало, ты снюхал адреса, и ты можешь телефонами всем чем угодно управлять. Плюс встроены какие-то таймеры, встроена логика, там сразу все это снюхано с Алисой, то есть легко подключается Алиса, Google Assistant, там что угодно, голосовые помощники. Даже бывает версия там чуть дороже с какими-то шлюзами модбаса встроенными, есть там какое-то модбасовское устройство. То есть такое очень приличное устройство с поддержкой, с хорошей, с российской, и в случае чего там всегда можно все вопросы решить. Поэтому по поводу визуализации тоже я не знаю, я не сторонник там всяких там разнообразия. Там кто-то говорит, а вот у меня там звук такой будет, этот, все можно снюхать. На звук можно там тоже его подключить к этой системе при желании, и все будет работать. Ну, как бы все, что возможно, я лайфхаки рассказал. Наверняка что-то еще есть. Если у вас будут вопросы, у меня опыт работы, начиная с монтажника, то есть, скажем так, с солдата до генерала, то есть я могу там и нюансы просто постройки проконсультировать, и заканчивая программированием, то есть целесообразностью какими-то программами. Есть друзья-программисты более высокого уровня, то есть если необходимо, подключу их. То есть любые виртуальные консультации по телефону, они бесплатные. Выезд на объект, технадзор, это мы договоримся, если вы захотите. Ну и всего доброго. С вами был капитан Дэн, Академия современной электрики.